Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сажусь завтракать. Ну и кофе с блинами. А блины со сгущенкой и с карамелью. 7 марта, снегопад. Ну, мне нравится, в принципе-то. Я продолжаю вязать, поэтому снимаю мало. Снимать у меня, конечно, в планах имеется, но сейчас пока вяжу. Потихоньку снимаю шортс, потом смонтирую. И обед, и ужин в одном блюде, потому что суп не приготовила, ужин тоже, и решила это объединить. Собственно, вообще отличный вариант, потому что, без первого я не привыкла. Тут всего понемножку. Давно лежит у меня вот такая маска. Я когда на нее смотрю, на эту 8, думаю, к 8 марта надо сделать. И забываю благополучно несколько лет. Сегодня сделаю. Кстати говоря, срок годности в порядке, до 30 сентября, так что вовремя я успела. Хотя, знаете, я бы и и так бы ее использовала. Я уже сделала маску для лица. Там написано 20 минут, я ее подержала 15. Было такое легкое покалывание, но вот на 15 минуте мне как-то уже захотелось маску снять. Лекало удобное, нормально. Было такое, знаете, легкое потом покраснение вот здесь, вот чуть-чуть, но быстро прошло. Я думаю, что это еще потому, что я вот гамаш использовала. После него никаких неприятных там эффектов нет. Кожа супер нежная. Естественно, он кожу не травмирует, но в любом случае какие-то процессы происходят. И я еще думаю, что у меня просто аллергия, потому что вот в этой части как-то было не очень приятно. Там осталась, это эссенция, и я сегодня вечером под крем ее нанесу и завтра. Я вот пока добиваю крем от Nivea, потому что он у меня, я не знаю, наверное, может быть, 4-й сезон уже я им пользуюсь. Но с ним все в порядке, я использую пластиковую такую лопаточку, поэтому нормально. Но все равно крем мне нравится, и мало ли что с ним приключится, кто знает. Будет обидно выкидывать. Поэтому я вот пока сейчас весна, вообще я считаю, что сейчас самая погода для такого крема, потому как то теплее, то прохладнее. Вот эти все перепады. Поэтому буду использовать. Кстати говоря, у меня кожа на руках не проблемная, я могу вообще кремом не пользоваться, но я им все равно стараюсь, конечно, пользоваться, потому что, кожа на руках также требует ухода в любом случае. Но она у меня там не сохнет, я могу обходиться без крема спокойно. Но зимой, и даже сейчас в перчатках нужно, конечно, ходить или в варежках. И тут было несколько дней, когда очень-очень тепло. На улице было, и мне в моих варежках было жарко. А перчатки, обычно их ношу с собой, а тут выложила. Понятно, зимой я их не буду носить, так как в них не было смысла, я бы в них замерзла. Буквально минут на 15 я пару раз снимала перчатки, и все, у меня руки прям такие здесь шершавые. Буду сейчас усиленно кремом мазаться. На самом деле крем здесь не поможет. Я беру масло карите, немножко на водяной бане его подтапливаю, потому что на губы по-другому наношу, а на руки все-таки его подтопить надо немножко. Или можно, знаете, самое безопасное, это на батарею
положить. Ну, в смысле, маленький кусочек, потому что нельзя все так класть. Так, с маслом не обращаются, а именно маленький кусочек, который хочется использовать, можно положить там на что-то. И вот, например, на батарею, на полотенцесушитель. И буквально по пару минут он станет мягким. И на ночь под перчатки, например, нанести. Это идеально. Я уже накрасилась. Вот, на улице у нас вот так. Мне просто подружка написала, предложила по магазинам проехаться. Я согласилась, и потом поняла, что у меня жуткая невралгия. Но она говорит, давай подождем немножко, может, оклемаешься. Ну, вроде действительно полегче. Так что съезжу. Ну, честно, не хочется целый день сидеть дома. Вот сейчас еще кофейку выпью, и можно будет съездить. Девушки решили отметить 8 марта. Тушу курицу. Уже другой день мы в торговом центре. Заезд по магазинам. Я сделала блины из оставшегося молока. Ну, там, собственно, почти полный пакет был молока. И сейчас буду сворачивать блины и замораживать. Но это надо будет делать в несколько заходов. Надо будет подносы специальные купить, которые там для пельменей. Будет очень удобно, чтобы сразу там несколько штук. 10 марта. Я планировала встать часиков 10, убраться, приготовить и пойти гулять. Но в итоге встала в 12. Кстати, да, что-то я утеплилась, холодно как-то. Ну, это, наверное, от безделья. Сейчас проверим. Так, нужно залить жидкость для мытья посуды в дозатор. В общем, потом мне подружка написала, что на улице, в общем-то, противно, так что, ну, значит, не пойду гулять. Позавтракала не спеша. Как потом выяснилось, я час сидела, ела кашу, пила кофе, подвисала на ютубе. В общем, сейчас все помою и хочу вообще глобально разобраться на кухне. Ну, глобально с учетом того, что я вообще-то здесь всю посуду перемывала, шкафчики отодвигала, там, ну, тумбочки. Хотя, в принципе, я тумбочки отодвигала перед новогодними праздниками, поэтому скоро нужно будет эту процедуру повторить. Сейчас антижиром натираю решетки для плиты, но там жира нет, просто загрязнение. И повесила сверху полотенце, которое под выброс, чтобы защитить плитку, ну, чтобы ничего не попачкалось, так не прислонять. Ну, а теперь нужно помыть плиту, и вот эта вот часть всегда забрызгивается. Снимаю комфорки, мыть буду с помощью моющего пылесоса. Я так делаю не всегда, но сегодня именно так. Жира тут тоже, в принципе, нет, но я использую антижир, так как он почти универсален. Заметила какие-то загрязнения, знаете, такие практически прозрачные, похожие на мыльную основу, но ее здесь быть не может, потому что мыло я делала 16 февраля, и после этого уже 100 раз все помыла. Да и самой мыльной основы было, ну, я не капала, короче, не пачкала ничего. Ну ладно, все оттерла, и сейчас буду собирать все это моющим пылесосом. Это просто удобно, потому что, хотя у меня единственное, что здесь тоже жидкость мыльная, раствор уникум для моющих пылесосов и пена. Это, конечно, я что-то не учла. Уже второй раз не учла. Лучше, чтобы подавалась чистая вода. Ну да ладно, ничего страшного. Так, и тут вот еще упустила один момент. Но вообще это, конечно, упрощает. Потому что когда пену приходится убирать губкой, это туда-сюда, вечно губку споласкиваешь, гораздо дольше время уходит. Но я по-разному. Сегодня мне нужен вообще пылесос, поэтому я его достала и заодно уже с его помощью. А так, ну, спокойно и без него могу
убираться. Это у меня Pro Green DS 8 антисептик. Я не ради того, чтобы что-то там убить какие-то микробы, я вообще к этому спокойно отношусь, но он еще хорошо очищает, поэтому использую. Ну и как бы он нейтрализует, я думаю, всякую бытовую химию. Ну, его используют как бы во всяких больницах и так далее. Он практически ничем не пахнет. Ну уж хлоркой точно не пахнет. Так, теперь мою духовку, но не все, а только вот саму крышку. Хотя нужно бы помыть все, ну, потому что, знаете, какие-то крошки, что-то там и нужно помыть. Хотя, опять же, никакого там жира нет. Но нет у меня сейчас на это время, тем более я собираюсь готовить в духовке. Но вот дверцу обязательно. С этой тоже стороны. Вот честно, очень хорошая плита Горинья, у меня нет к ней претензий, кроме одного, цвет металлик. Мы покупали, думали, что постоянно все моем, скребем и справимся, но нет. Это просто любое пятнышко, любая капелька воды, все видно, постоянные разводы. Вот как бы металлик не смотрелся красиво, а я очень люблю такое, но это ужас на самом деле. Понятно, плита белого цвета, она как-то простенько выглядит, но металлик это вот просто намучиться. А еще и краска сошла с ручек. Блендер-суповарку я мыла перед новогодними праздниками, и еще ей не пользовалась после этого, но она запылилась, поэтому натираю полиролью. Полироль у меня Золушка, она очень классная, вот уже последние капельки, а в Ашане больше нет. Правда, я видела в Глобусе в новой упаковке, вот это вот в Ашане 35 рублей, а в Глобусе больше 100 рублей, потому что с распылителем, хотелось, видимо, им цену поднять. Потому что себестоимость бутылки, копеечная. А так вроде все поднимают, и они, видимо. Хотя на самом деле не знаю, как оно там. Сняла крышку с плиты. Удобно все-таки, что она снимается, потому что первая плита у нас была индезит, и там крышка никак не снималась, и это была проблема ее помыть. Тоже использую пылесос. Удобно все мыло, всю пену убирать. Прям отлично. Я подумала, может быть, и решетки можно было вот таким же образом на этом столе помыть. Вряд ли что-то бы плохое случилось. Вполне. В следующий раз попробую. Так она просто немножко, крышка заляпалась. А теперь дело дошло до самой столешницы, все сняла. Вроде каждый день здесь протираешь, и какие-то крошки все равно и за ростером, и за вазочками. Поэтому, конечно, периодически нужно и так все протирать. И также пылесос в помощь по той же самой схеме. Иначе я бы гораздо больше время потратила. И полироль. Такой классный аромат. Я еще туда эфирное масло добавляю. А теперь я мою вазочку, в которой были эти шарики, как они, забыла, называются, которые в воде больше становятся. А теперь я их снова перекладываю в вазочку. Тут вот еще осталась какая-то грязь, поэтому в шумовку все и промываю несколько раз. Некоторые шарики пытаются укатиться. И вот снова красота, гирлянды и тому подобное. Контейнер мою и на место. А теперь я еще сейчас хочу помыть вот эти икеевские горшочки с цветами, потому что туда и брызги воды, моющего средства летят, почему-то крошки там тоже оказываются странным образом, и пыль.
Теперь и сами цветы промываю. Пусть пока сохнут, а я продолжу уборку. В принципе, легко все мыть. Очередь дошла до моего мусорного ведерка такого маленького. Ну, я туда пакет вставляю, у меня вполне нормально. Потом, если что, могу и на пол поставить. Но все набирается довольно-таки быстро. Так что тоже надо помыть хорошенько, посушить. У меня есть еще один такой бежевый контейнер. Так, еще шкафчик. Здесь постоянно попадает жидкость для мытья посуды, поэтому надо помыть. Ну и теперь вот стены, смеситель, за ним. Вот. И опять же, вот там, где смеситель, очень удобно мне будет сейчас собирать воду, пену пылесосом, потому что тут-то без проблем, а вот где смеситель, это всегда проблематично. Так что сейчас быстренько всю воду соберу. И будет классно. Вот очень удобно. На кухне уборку завершила. Моющим пылесосом помыла с той стороны окно, чтобы убрать подтеки. Ну, с этой протерла фаберликовским средством, плюс подоконник. Ну, естественно, плита. Тут все протерла, помыла. Здесь расставила по местам. Пылесос вертикальный помыла. Ну и на столе. Единственное, что вот здесь надо до конца доубираться, я отвлеклась. Это видео буду завершать. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.